Навернулась у меня подсветка. Вот у этих крутилок. Здесь ни черта не видно. Очень неудобно. Мешает мне это, когда в темноте едешь. Хотя вот кнопки, подсветка кнопок работает. Не смотрел никаких я видосов. Как-то так спонтанно руки дошли, решил добраться до этого дела. Сейчас попробую разобрать. Ну и там буду, наверное, останавливаться, когда у меня будет тупичок небольшой образовываться. Так, сейчас попробую карман выдернуть. Так, карман выдернулся, что мешает. Да, точно, вот так я и думал. Аудиоподготовка сделана заводская. Это провод антенны, наверное. Сейчас я его сдерну. Сразу упала. Так. Начало было хорошим и быстрым, а дальше у меня небольшой затор. Как эту штуку вытащить и ничего не поломать, я пока не знаю. Я думал, вот это вот замок, зацеп. А нет. Оказалось, что это не он. Держит что-то другое. Так, сейчас опять прервусь и буду смотреть и думать, как это вскрыть. Пришлось отжать вот этот вот элемент обшивки. И что я здесь вижу внизу? Замок. Блин, как бы показать-то, да? Замок и направляющая. С этой стороны. Ну и с обратной. Ну не с обратной, со второй стороны. Здесь вот слева то же самое. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что весь этот блок, он снимается вперед. То есть не сюда, не на меня, а вовнутрь. Следовательно, я даже тут замки вижу. Следовательно, нужно вот эту вот накладку переднюю сдернуть сначала. Вон там замки есть. Вот один, вот второй. Вот они. Вот. Но их еще, ладно, я смогу подлезть как-то сдернуть. Для того, чтобы ее сдернуть, эту панельку, тут сначала надо эти крутилки снять. Вот тут я не знаю, не будет ли проблем. Легко ли я не слезу. Сейчас попробую клещи обернуть в какую-нибудь ткань и сдернуть. Но я пока снова прервусь. Мне 2 руки нужно. Удалось мне сдернуть всю эту переднюю панельку. Оказывается, здесь эти крутилки в ней встроены. Смотрите, здесь, значит, несколько замков. Их здесь 6. Вот здесь вот 2 верхних. Но их я вам сразу показывал. Не подлезть удалось. Сбоку я также сумел подлезть. Тоже 2 штуки. С одной и с другой стороны. И есть еще вот снизу вот такие замки. К ним было, конечно, сложнее всего подлезть, но я тоже сумел это сделать. Сейчас покажу. Вот такой вот отверткой индикаторной удалось добраться. Ну, судя по всему, мне весь этот блок-то вытаскивать и не надо. Я сейчас буду смотреть, где есть какие лампочки. Они вот идут все вот на эту. Из оргстекла на прозрачную хрень, которая и дает этот свет. Вот. Сейчас будем разбирать, смотреть дальше. Но факт, что вот видите, эту панель, она, оказывается, целиком снимается. Такая вот штука. Вот такая вот штука. Очередной раз французы удивили меня и огорчили. Вот на кнопке поставили 3 светодиода, которые успешно работают, и ни черта им не будет. А сюда зачем-то впендюрили обычные лампы накаливания. Зачем это нужно было делать? Плата такая современная со светодиодами. На кой хрен сюда нужно было ставить лампы, которые совершенно очевидно, что сгорят быстрее, чем светодиоды? Я уже когда разобрал эту консоль и добрался до лампочек, нашел видос в интернете, как человек сюда добирается. Он, правда, добирался совсем другим путем, точнее, немножко другим. Он, так, сейчас уберу, чтобы помешало. Он вот эту вот панель сдергивал, она, оказывается, там на клипсах держится, не так сложно ее сдернуть. Я так, побоялся, что что-нибудь сломаю. За этой панелью там 2 самореза и замки с направляющими, которые я вам там щелочку показывал. И сдергивается она, и снимается как бы вниз и туда, вперед, вроде бы так, в этом видосе. Ну а потом он уже снимает вот эту вот панель целиком, с нее сдергивает.
замки. Но я вам что хочу сказать. Я не пожалел, что я добрался самостоятельно именно так. Вот. Так на самом деле разбирать гораздо проще, если руки есть, вы способны там пальцами почувствовать, то так, наверное, даже проще. Вот эти вот стаканы, эти два, правый и левый, их снимать не обязательно. Просто с ними проще заглянуть и понять, что там такое. Вот видите, вот здесь такой паз, он как бы является направляющим для замка. Это боковые пазы. Ну и, соответственно, есть такие же точно верхние пазы. И вот здесь, видите, нижние пазы. Их забраться даже без этих вот, ну, с стоящими этими стаканами довольно несложно нащупать руками вот через эту прорезь снизу. И здесь вот тоже по бокам можно вполне пальцами добраться. Поэтому не обязательно совсем весь этот блок снимать. Я бы сказал даже, что удобнее добраться туда отверткой и сдернуть. Ну, вот лампы я поменял, они загорелись. Вот они заработали. И зря, вы знаете, наверное, зря я французов ругал. Не так уж сложно добраться до этого места и поменять две лампы. Гораздо хуже, наверное, обстояло бы дело со впаянными диодами. Вот, ну, хотя не знаю, вот эти вот 3 диода, они не сгорают, 3 светодиода. Но вот если они сгорят, вот что тогда? Там это, как там, СМТ компоненты это называются, они маленькие. Чтобы их впаять, надо паяльную станцию, навыки какие-то. Гораздо проще эти лампы поменять. Так что, пожалуй, зря я французов ругал. Не так уж плохо с этими лампами. Тем более я был в магазине, там, в автомагазине, там тетки мне сказали, что не бери. Да, были же там такие вот светодиоды сюда, этого формата. И они мне сказали, лучше не бери. Возьми лампы, вартовские лампы. А это и не варта, какая-то нарва. Я думал, варта. Вот сволочи. Ну ладно, не суть. Короче говоря, эти лампы, они ходят-то не меньше светодиодов, если хорошие купите, какие-нибудь приличные. Они, кстати сказать, они дороже, чем светодиодные стоят. А светодиоды, они все китайщина. Все изготавливаются практически из бракованных кристаллов, которые там не идут больше никуда, и они вот их шлепают в эти лампы. В общем, не берите. Так, сейчас буду собирать все назад. Надо только попасть. Так, здесь вроде попал. Так, есть. Здесь тоже попал. Ну все, вроде встало на место. Так. Теперь резинка. Она, кажется, вот так вот стояла. Так, ну вроде ничего не забыл. Да, тут оказывается важно же, чтобы совпало у них положение, поэтому я здесь их все вправо перекрутил на этой консольке. Ну и здесь, соответственно, тоже руками, в принципе, тут можно пальцами прокрутить. Все поставил по часовой стрелке. Так, вот теперь можно их собирать реально. Теперь они должны стать как надо. Так, здесь все совпало. Ладно, не буду ломать. Сейчас все равно второй рукой, наверное, это. Хотя нет, здесь вроде все защелкнулось. Опс. Да, все встало на место. Даже одной рукой. Все, короче, остальное тут клевое дело поставить. Но у меня тут этой музыки не было. Только аудиоподготовка штатная, заводская. Поэтому здесь у меня заглушка вместо магнитолы.